Эту поучительную историю о любви и о том, какие она штуки вытворяет с человеком, рассказал мой ровесник Евгений, с которым я когда-то учился в одной школе. В прошлом году познакомился я на рынке с женщиной, вспоминал Женя. Так понравилось, что я первый заговорил с ней, предложил сумки поднести. Она купила много яблок по дешевке. Тамара ее звали. Ну, так понравилось, так сердце билось от волнения, как будто мне опять 18. А мне ведь скоро 64. А Тамаре 60. Закрутилось у нас с ней все быстро, и такая она женщина славная. Так относилась ко мне тепло, что мне даже порой казалось, не сон ли это. И близкие отношения были? А как же? Я после развода один живу в двухкомнатной квартире. Привел Тому к себе, пили чай, потом вино, потом танцы. Осталось ночевать. И не раз. Все хорошо шло. И вот я ей говорю, переезжай ко мне жить. Ты с матерью, дочерью живешь. За мамой твоей дочь присмотрит, а мы будем жить, как муж и жена. Захочешь, распишемся, я хоть сейчас готов, лишь бы ты хотела. Переедешь? Не хочу. Внезапно холодно ответила она. Не хочу серьезных отношений. Так тяжело было с больным мужем ухаживать. Я так плакала, когда он умер, что замуж больше не пойду. Приходить тебе буду, согласна, а замуж не зови, кончились мои замужества. И меня от нее сразу отвернуло. По молодости такие отношения были бы находкой. Молодому хочется погулять с девкой, а женитьба — это хомут. Его стремятся избежать. А в моем возрасте иная ситуация. Душевных силенок уже маловато, и не хочется их тратить на мелочи. Короче, расстались мы. Не перезванивались, не встречались. Она меня с 23 февраля не поздравила, а я ее не поздравил с 8 марта. И вот вчера зашел в торговый центр, смотрю, спиной ко мне возле витрины с молочными продуктами стоит с тележкой Тамара. Я ее даже со спины в любой толпе узнал бы. «Здравствуй, Тамара», — говорю. Она обернулась, я аж дернулся от неожиданности. Да чего она подурнела, лицо припухшее, черты неправильные, волосы покрашены безвкусно, цвет кричащий, глаза режет, а корни волос седые. И морщин сколько! Боже, как я раньше этого не замечал! Да она ж старуха! Оказалась мне такой молодой, такой милой. И всего-то 2 месяца не виделись. А ты с ней разговаривал? Да, перекинулись парой фраз. Говорить не хотелось ни ей, ни мне. Сказал ей на прощание: будь счастлива. А сам иду и не верю, что любил ее когда-то. Жениться на ней собирался. И что я в ней нашел? Женя, ты просто разлюбил ее. Раньше смотрел влюбленными глазами, а теперь холодным взглядом оценивал. Да, ты прав. Когда любишь женщину, видишь в ней только лучше. Недостатки не замечаешь, не хочешь видеть. Наверное, так и надо смотреть на любимую. Потому что, когда начинаешь ее критиковать, это говорит о том, что любви больше нет. Как скучно было бы без любви. Да, скучно, вздохнул Женя. Некого обнять, некого приласкать, некого поздравить с 8 марта. Но зато как спокойно. Не надо переживать за другого человека. Живешь для себя в свое удовольствие. В доме никто не гремит кастрюлями на кухне, не ворчит, что ноги не вытер, что носки свои не там повесил сушиться. Тишина. Да уж, тишина, как на кладбище, печально добавил я. Как на кладбище, грустно согласился Женя. Помолчал и добавил: я буду искать другую женщину. Ту, которая не побоится замужества, которая поймет меня и поверит мне. Удачи тебе, друг. Я пожал ему на прощание руку, и мы разошлись. 2 одиноких мужичка, у которых в жизни сколько угодно тишины и свободы, да только это не радует.